Всем привет! Сегодня мы будем смотреть приложение MyDrama и выберем одну из этих двух игр, то есть либо красивые демоны, либо звери-люди. Я выбираю историю с красивыми демонами. Идет загрузка, мы ждем. Так. Разве тут раньше был этот книжный магазин? По пути с работы домой я остановилась напротив маленького магазина посреди домов. Внешне магазин выглядит стильно, а внутри еще лучше. Кажется, он все еще открыт. Может, стоит туда зайти? Я открыла дверь, и меня встретил теплый свет. Вау, все стены в книгах, в старых книгах. Может, это букинистический магазин? Старинный интерьер магазина и вид книг. Я чувствую себя словно в другом мире. Снаружи этого не видно, но магазин довольно просторный. Интересно, есть ли тут фотоальбомы? Если есть, я использую их для своих работ. Фотографу очень важно обращать внимание на работы других людей. Это правда важно – рассматривать, искать хорошее и использовать в своей работе. Тут много книг, я обязательно найду что-то интересное. Когда я рассматривала книги, мое внимание привлекла одна из них, особенная. Черная обложка, без названия. Я потянулась за книгой. Как только я хотела ухватиться за нее, кто-то другой протянул руку. «Ой, простите!» Ситуация застала меня врасплох. Я посмотрела на высокого мужчину рядом со мной и улыбнулась. Вау, он выглядит словно принц, очень красивый, идеально красивый. Возьмите. Что? Вы хотели эту книгу, да? Разве вы не искали ее? Я просто хотела взглянуть на нее и все. Не волнуйтесь, я тоже. Просто был удивлен, что эта книга тут. Вот и хотел взглянуть на нее. Удивлен? Может, она дорогая или редкая? Кажется, вы следующий владелец этой книги. А? Что? Ничего. Будьте аккуратны в обращении с этой книгой. Она очень ценная. После этих слов высокий мужчина исчез среди шкафов. Когда я собралась купить ее, оказалось, что книга не принадлежит магазину. Продавец сказал, что никогда не видел ее. В конце концов, она досталась мне бесплатно. Сперла, что ли? Господи, нет, серьезно. Я бы просто, наверное, оставила бы эту книгу там. Хотя, кто знает, кто знает. Я листаю страницы и читаю предложение. Контракт с демоном? Если вы подпишете контракт с вызванным демоном, он исполнит одно желание. Но в этом случае вы должны отдать то, чего хочет демон. Вашу душу отдать. Вы не имеете права отдавать книгу ангелу. Переплет прекрасный, но эта книга слегка пугает. Может, это магическая книга или книга заклинаний? Будьте аккуратны в обращении с этой книгой. Не может быть. Не может такого быть. Демоны не существуют. Я закрыла книгу, словно отгоняя предчувствие беды, и залезла в кровать. Так она следующий владелец книги. Такая милашка, я хочу подписать с ней контракт. Дурак, не опережай события. Голос? Мужчина, которого я не знаю? Кто это? Я слышала странный голос и открыла глаза. Мужчина с красными и мужчина с зелеными глазами смотрели на меня. А? Вы кто? Я попыталась вскочить и упала с кровати. Они должны быть воры. Я думала, я закрыла дверь. Вы метайтесь, я позвоню в полицию. Не бойся, все в порядке. Ха-ха-ха, она испугалась твоего лица, Люциус. Что? Да нет на свете такой девушки, которая бы боялась моего прекрасного лица.
Я осторожно наблюдала за тем, как они разговаривали, и странно на меня поглядывали. У этих людей черные крылья, и цвет глаз очень странный. Неужели они... А где черные крылья? Почему их не нарисовали? Было бы прикольно, если бы были черные крылья нарисованы. Извращенцы? Да, именно, черные крылья — это признак того, что они извращенцы. Ты права, Аврора, шикарно. Ха-ха-ха, Люциус, тебя назвали извращенцем. Кто извращенец? Ага, мы так ничего не успеем. Эй, ты! Я встала по стойке смирно, как только он указал на меня. Мое тело замерло, будто за мной наблюдал хищник. Не могу двинуться. Мы пришли посмотреть на нового владельца. Мы не собирались тебя съесть. Твои руки быстрые, но рот... Я мог бы съесть сперва тебя, Белл. О, какой же ты джентльмен, Люциус. Худший в мире. Новый владелец? Что это значит? В общем, даже если ты официально вызовешь нас, ты можешь подписать контракт только с одним демоном. До этого времени ты должна остаться живой. Во-первых, не передавай книгу ангелу. Книгу? До контракта мы не можем общаться с людьми, так что ты должна выбрать одного из нас. Или умрешь. И посмеялся в конце. Господи, ну шикарно. Подписывай контракт или сдохнешь. Вообще, отлично. Именно так. Но будьте осторожны. Замечательно. Шикарные мужики. Серьезно. Пришли домой и сказали то, что подписывай или умрешь, и сказали, будь осторожна. Эй, подождите, что это значит? Я не могу этого понять. Кажется, будто я это все придумала. Мое тело теряет последние силы, и я падаю в обморок. Утро? Это был странный сон. Нельзя было читать книгу демонов перед сном. Уже так поздно? Я быстро встаю с кровати, одеваюсь и выхожу из дома. Меня зовут Аврора, и сегодня я буду вас фотографировать. Заранее благодарна. Меня зовут Леви. Приятно познакомиться, Аврора. Ой, она прикольная. Мне нравится эта девушка. Не знаю, как вам. Сегодня я фотографирую для женского журнала. Фотографировать всемирно популярную модель Леви будто сказочный сон. Ага, ты милая, не зря я выбрала тебя фотографом. Сделаем красивое фото. Завораживающая улыбка Леви так красива, что даже я попала под ее очарование. Напряжение медленно уходит, я расслабляюсь. Для меня честь иметь возможность фотографировать такую прекрасную особу. Я точно сделаю лучшее фото. Потом... Бам! Что случилось? Никто не пострадал? В студии становится тихо, и кто-то резко кричит. Когда я посмотрела в сторону, увидела кусочки разбитого стекла. Неужели разбилось стекло стенда для освещения? Как? Аврора, осторожно! Эх! Ничего не упало. Эх, печаль, беда. Эх. Трясь, бам! Я слышу странный звук над собой, смотрю вверх. Лампа летит с потолка. Нет, я не успею убежать. Господи, как это угарно читать. Без единой мысли я закрываю глаза. Эй, ничего не случилось? Эй, ты в порядке? Когда я открываю глаза, я вижу мужчину с узкими глазами, который спас меня от лампы. Спасибо. Вы не ранены? Я в порядке, но вы нет. Вам нужна медицинская помощь. Это просто порез, он заживет, если я его лизну. После этого он облизал свою рану. Выглядит даже сексуально. Так, почему я об этом думаю? Осторожно, ангел тебя уже нашел. Ангел? Это напомнило мне другие слова об осторожности. Я ничего не поняла. Ангел и падает лампа. Серьезно? Обычно демоны хотят убить, а не ангелы. Ну, тут, видимо, что-то странное. Это напомнило мне другие слова об осторожности. После этого случилось еще несколько инцидентов, и фотосессию отменили. Ах! Не думая, я зевнула. Потом я почти упала с лестницы, меня почти сбил мотоцикл.
Мы не смогли завершить фотосессию Леви. Сегодня неудачный день? Я шла и чувствовала себя потерянно, как вдруг... «Отдай книгу!» «Что?» Напротив меня стоял незнакомый мужчина. Он промямлил что-то непонятное. Потом он вытащил острый нож и направил его в мою сторону. «Нож? Отдай мне книгу! Отдай! Отдай мне черную книгу!» «Ай!» Он махал ножом и порезал мне руку. Я вижу, как моя кровь капает вниз. Беги, блин, дура, ну серьезно. Почему во всех аниме с новеллами героиня стоит просто и ничего не делает? Вот бесит, ужасно бесит. На тебя нападают с ножом, я бы уже давно убежала бы. Просто не смотря, не слушая, куда попала. Я паникую и бегу среди домов. Наконец-то. Я бегу на крышу и открываю замок на двери. Господи, на крыше, серьезно. Я бы на твоем месте пошла бы домой, я не знаю, куда-нибудь в лютное место. Ну, блин, на крышу, когда тебя оттуда могут скинуть просто-навсего. Господи, какая ты тупая. Извините меня, пожалуйста. Ну, серьезно. Я забегаю в дом, не думая ни о чем. Но мне больше некуда бежать. Что происходит? Я снимаю свою сумку и достаю черную книгу. Почему она тут? Я не брала ее с собой. Я попыталась поднять руку, но с нее начала капать кровь. Потом... Что? Кровь внезапно начала светиться? Меня окружил свет, а потом... Эй, мы снова встретились, Аврора. Ох. Так, в той было написано с узкими глазами, а тут уже с голубыми. Странно. Ну ладно. Мицуки, не вздыхай так. Когда тебя призвали, поздоровайся. Мицуки или Мицуки? Я буду называть его Мицуки. Не знаю, как правильно, если честно. Что? Что? Передо мной стояли мужчины с черными крыльями. Это так странно, не могу прийти в себя. Кажется, я их уже видела. Эй, ты знаешь, что сейчас происходит? А? Сзади меня кто-то стоит? Выглядишь испуганный. Мы представимся. Я Грей, тот недоброжелательный Мицуки. Ты помнишь, что мы уже виделись? А, принц из букинистического магазина и мой сегодняшний спаситель. Я Белл. Зачем вы знакомитесь в такой ситуации? Это безрассудно. Я Люциус. Так, мы объясним быстро, так что слушай внимательно. Есть причина, по которой на тебя напали. Это книга. Ее сотворили демоны, и ты можешь пожелать что угодно, но за плату. Демоны? Вы демоны? Мы поймем, если ты не поверишь. Ты поймешь, как подписать контракт, если прочтешь книгу. Ну, я уверена, что потом нужно будет исполнить желание демона. Но я не подпишу контракт с демоном. Господи, что у меня сегодня с голосом? Можешь умереть, если не хочешь, если хочешь. Что? Просто выбери одного из нас и пожелай спасения. Хочешь, чтобы на тебя снова напал тот человек? Даже если убежишь от него, ангел ничего не упустит. Он вернется и будет манипулировать людьми. Минутку. Почему за мной охотится ангел? Это нелогично. Разве он не ангел? Ты виновата, потому что у тебя есть черная книга. Так думает ангел. Не может быть. Если хочешь жить, выбирай. Выбирай, кто будет тебя защищать. Кого выбирать?